Мне кажется, меня никто не слышит. Через мгновение машина отвечает: «Почему вы думаете, что вас никто не слышит?» Женщина продолжает печатать. Она знает, перед ней программа. У нее нет лица, голоса, памяти о прожитой жизни. И все же в этот момент женщине кажется, что по другую сторону кто-то есть. Машина ничего не понимает. Но человек уже начал ей доверять. Середина 60-х. MIT. Компьютеры здесь занимают комнаты и обслуживают сразу многих пользователей. К ним подключаются через печатающие терминалы. Экран, который сегодня кажется неизбежным, тогда еще не был обычным способом разговора с машиной. В этой среде Джозеф Вайценбаум создает программу, которая позднее станет известна как ELIZA. Она работает в системе разделения времени CTSS на IBM 7094. Вайценбаум пишет ее на MATLAB, языке и наборе средств, подходящих для работы с текстовыми структурами. Название отсылает к Элизе Дулиттл из пьесы Бернарда Шоу «Героини», чья речь менялась под руководством учителя, и это точная подсказка к устройству программы. Сама Элиза была не готовым собеседником, а интерпретатором. Характер разговора задавали отдельные сценарии на наборы ключевых слов и правил ответа. Самым знаменитым стал сценарий «Доктор». Он имитировал не директивного психотерапевта в традиции Карла Роджерса, не ставил диагнозов, а возвращал человеку его собственные слова в форме вопроса. Такой выбор был удобен. Терапевт мог звучать естественно, почти не сообщая ничего от себя. Человек пишет: «Я часто спорю с матерью». Программа замечает слово «мать» и отвечает вопросом о семье. Человек рассказывает дальше, потому что вопрос кажется уместным, но уместность рождается не в машине, ее достраивает тот, кто читает ответ. Элиза не знала, кто такая мать. Не знала, что такое спор, тревога или одиночество. Она распознавала форму высказывания и подбирала следующую форму. Этого оказалось достаточно, чтобы разговор начал казаться личным. Механика была сравнительно простой. Сначала программа искала ключевое слово и определяла его приоритет. Затем разбирала фразу по шаблону, переставляла части и собирала ответ по одному из правил. «Мой отец меня не понимает» могло превратиться в вопрос: «Кто еще в вашей семье вас не понимает?» Если подходящего правила не находилось, Элиза использовала нейтральную реплику или возвращалась к более ранней теме. Люди быстро принимали правила игры. Они объяснялись, оправдывались, раскрывали личные подробности. Короткие и расплывчатые вопросы не разрушали иллюзию. Наоборот, человек сам наделял их смыслом, которого в программе не было. Позднее Вайценбаум вспоминал, как одна из сотрудниц попросила его выйти из комнаты, чтобы поговорить с программой наедине. Историкам не удалось надежно установить, кем была эта женщина. Возможно, рассказ объединил опыт нескольких ранних пользователей. Но сам эпизод важен не как точная стенограмма. Он показывает, насколько быстро люди переставали воспринимать программу как набор правил. Позже это назовут эффектом ELIZA, склонностью приписывать компьютерной системе больше понимания, чем в ней действительно есть. Мы видим связный ответ и предполагаем внутреннюю мысль. Видим вежливость и предполагаем участие. Видим вопрос и предполагаем интерес. Чем меньше система раскрывает о себе, тем больше пустот человек способен заполнить сам. Вайценбаума поразило не то, что программа обманула людей. Он сам подробно описал ее ограничения. Его испугала готовность людей доверять машине и готовность специалистов всерьез обсуждать, можно ли передать ей человеческие роли. Он называл подобную веру могущественным заблуждением. В 1976 году Вайценбаум выпустил книгу
возможности вычислительных машин и человеческий разум. В ней он настаивал: способность компьютера выполнить задачу еще не означает, что эту задачу следует ему отдавать. Оригинальная программа не стала готовым продуктом, который десятилетиями обновляли в одной непрерывной линии. Вайценбаум опубликовал описание принципов, но полный исходный код долгое время не был общедоступен. Появлялись копии и новые реализации. Они сохраняли идею Элиза, но не обязательно ее исходный код и точное поведение. А оригинальные распечатки остались в архиве. В 2021 году исследователи обнаружили в архивах MIT распечатку оригинального кода на MedSleep, ранние сценарии доктора и вспомогательные материалы. Это была не легендарная программа, внезапно найденная на старом диске. Это были бумажные свидетельства, которые еще предстояло прочитать, проверить и превратить в работающую систему. Команда вручную восстановила текст программы, сверила ошибки и вновь собрала историческую программную среду. Для запуска понадобилась не музейная машина, подключенная к современному ноутбуку, а программная эмуляция IBM 7094 и системы CTSS. В декабре 2024 года Элиза снова заработала максимально близко к той среде, в которой ее создавали. Сегодняшние разговорные системы несравнимо сложнее Элиза. Они обучаются на огромных массивах текста, удерживают контекст и создают ответы, которых не было в заранее написанном сценарии. Но главный человеческий механизм почти не изменился. Если ответ звучит связно, внимательно и вовремя, мы начинаем искать за ним намерение, иногда понимание, иногда сочувствие. Технология стала другой. Наша готовность увидеть собеседника в тексте осталась. Элиза вошла в историю не потому, что научилась понимать человека. Она показала, как мало иногда нужно человеку, чтобы почувствовать себя понятым. Машина задавала вопросы, смысл приносил пользователь. И спустя десятилетия вопрос Вайценбаума звучит еще яснее. Когда программа отвечает нам почти по-человечески, что именно мы слышим в ее словах? Машину? Или собственную надежду, что по другую сторону действительно кто-то есть?